В обычном советском роддоме в далеком октябре 1966 появился на свет мальчик по имени Роман. Его рождение прошло без лишней помпы, никаких знатных предков, громких фамилий или гарантий счастливой судьбы. Саратов, промышленный город на берегу Волги, не сулил звездной жизни, а скорее наоборот. Но настоящие испытания начались почти сразу. Еще до своего первого дня рождения Роман теряет мать. Осложнение после простой медицинской процедуры оборвало жизнь Ирины, оставив младенца без материнского тепла. А вскоре, как будто по сценарию трагедии, на стройке гибнет его отец Аркадий. Маленький Роман остается сиротой. Вместо счастливого детства переезд в Ухту, холодный северный город в республике Коми. Здесь его принимают родственники по отцовской линии. Условия суровые. Зимы, от которых ломается дыхание, полупустые магазины, старые стены коммуналок. Уют? Поддержка? Никакого такого. Здесь, в суровом северном быте, ребенок учится одному главному навыку — выживанию. Ни тепла, ни привилегий, только сила воли. Именно здесь в нем закаляется нечто, что позже станет топливом для головокружительного рывка. Пока другие подростки просто мечтают о нормальной жизни, Абрамович начинает мыслить иначе. Он не просто хочет выбраться из серости, он уже в детстве чувствует, путь будет только вверх. Это не история про удачу. Это история про необходимость. Он рано осознает, на помощь рассчитывать не приходится. Каждое решение на его совести, каждая ошибка — только его ответственность. Эти внутренние установки станут его броней в мире, где миллиарды делают те, кто не боится обжечься. Путь начался не со связей, не с денег, не с образования, а с абсолютного нуля. Именно поэтому то, что случится дальше, будет казаться невероятным. Но перед этим еще один уровень испытаний, где каждый день будет похож на игру на выживание. Система, которая не терпит слабых, вот-вот втянет его в себя. Но готов ли он к таким правилам? К концу 80-х годов Роману исполняется чуть больше 20. В Советском Союзе начинается медленный, но ощутимый распад. И на этом фоне он отправляется служить в армию. Формально, долг, фактически, первая школа настоящей дисциплины. В казармах нет места слабости. Давление, бытовая жесткость, подчинение — все это становится для него не тюрьмой, а тренировочной площадкой. В отличие от многих, он не ломается, а впитывает, наблюдает и учится. Но армия становится не просто школой характера. Ходят слухи, что именно в это время Роман делает свои первые шаги в мире бизнеса, пусть и нелегального. Торговля горючим, сомнительные сделки, бартер на грани дозволенного. Все это дает не только деньги, но и главное — понимание, как работает серая экономика. Где нет четких правил, но есть те, кто умеет играть в хаос. Уже тогда он понимает, миром движет не идеология, а интерес. И тот, кто умеет выстраивать отношения, договариваться и рисковать, всегда на шаг впереди. Эти уроки он унесет с собой за пределы казармы и применит, когда начнется реальная битва за выживание в новой постсоветской России. Вернувшись со службы, он оказывается в стране, где привычные устои рушатся. Коммунистические идеалы слабеют, в воздухе витает что-то новое. Бизнес еще под запретом, но уже кипит в подвалах, на рынках, на кухнях. И Роман чувствует, это его шанс. Он не идет в науку, не строит карьеру инженера. Он выбирает риск и первым делом бросает учебу. Поступив в МАДИ, он довольно быстро понимает, академические знания ему не дадут того, что можно получить на рынке. Там, на улицах Москвы, в ларьках и магазинах зарождается его первая настоящая импровизированная империя. Но начинать он будет с того, что вызовет у большинства только усмешку. Именно там, где другие увидят ерунду, он заметит золото. И на этом сделает первые реальные деньги. Однажды он встанет на московский тротуар с коробками дешевых пластмассовых игрушек. Утят, кукол, свистулек. Это не бизнес мечты, но это первый настоящий тест. Кто-то прошел бы мимо, кто-то бы постеснялся, а Роман продавал. С утра до вечера. В дождь, в снег, под контролем милиции. Главное — понять, как движется покупатель, за что платит и когда отдает деньги без торга. Именно в этот момент он обучается самому главному бизнес-навыку — видеть спрос раньше, чем его осознают другие. И пусть товар смешной, а прибыль скромна, механизм уже запущен. Он начинает крутиться, искать, двигаться, расширять ассортимент. Появляется дешевая парфюмерия, бижутерия, косметика. Все, что можно сбыть, он сбывает. Без жалоб, без жалости, без перерывов. Конечно, чтобы бизнес двигался, нужны были разговоры с проверяющими, участковыми, конкурирующими уличными группами. Здесь он снова применяет военную тактику. Гибкость, расчет, холодный разум. Он не был задирой.
Он был переговорщиком, который умел выходить из любого конфликта, даже если ставки казались критическими. Так, из пластика и пота, из коробок и ночных поставок складывается его первый капитал. Крошечный, но абсолютно реальный. И главное, полностью самостоятельный. Ни от спонсора, ни от дяди. Это и есть тот самый фундамент, с которого он построит империю. И именно в этот момент он понимает, он не как все. Но чтобы двинуться дальше, нужно было не просто деньги. Нужно было знание, куда и с кем двигаться. Следующий шаг потребует еще больше риска. И этот шаг он уже делает в столице, где знакомство с теневой экономикой станет почти официальным способом выживания. На заре 90-х в России творился беспредел. Законы отставали от жизни, уличная экономика правила городами, а каждый, кто хотел разбогатеть, должен был договариваться с кем угодно. Абрамович входит в это время с головой. Его торговля ширпотребом быстро выходит за рамки палаток. Он начинает строить связи, поставки, организовывать каналы. Парфюмерия, бытовая химия, даже редкие импортные товары – все это продается с наценкой, но без излишних церемоний. Главное – скорость, надежность и умение угодить клиенту. Спрос растет, и вместе с ним – выручка. Но и риски увеличиваются. В ход идут откаты, взятки, непрозрачные сделки. Иногда приходится сотрудничать с группировками, которые помогают защитить бизнес. Это было время, когда все решалось на местах. У кого были связи, у того был рынок. Абрамович действует умно, он не лезет на рожон, но и не прогибается. Он находит баланс между угодностью и автономией. Постепенно формируется образ молодого, пронырливого, но расчетливого предпринимателя. К этому моменту у него появляется уже не только кэш, но и репутация. В этих кругах это значит даже больше денег. А с репутацией приходят новые предложения. Его начинают замечать. А это значит доступ к другим уровням игры. Но чтобы по-настоящему прыгнуть выше, нужны не просто товары, а активы. Что-то крупное, долговременное. И это что-то уже маячит на горизонте. Черное золото России, которое перевернет его судьбу навсегда. Нефть – это не просто ресурс, это пропуск в элиту. И именно к этому ресурсу Абрамович получает доступ благодаря судьбоносной встрече с Борисом Березовским. Последний уже вхож в кабинеты власти, он знает, кто и что стоит за каждым активом. А главное, он ищет молодого, управляемого, но смышленого партнера. И находит его. Именно вместе они участвуют в одной из самых громких сделок 90-х – приватизации Сибнефти. В реальности БНБС компании стоимостью в миллиарды долларов, но в условиях той эпохи, за сущие копейки. Благодаря своим связям Березовский открывает двери, а Абрамович заходит быстро, бесшумно и эффективно. Он становится совладельцем нефтяной империи, фактически владельцем потока денег, сопоставимого с экономиками небольших стран. А деловая часть ложится на него – управление, сделки, развитие, и он справляется. Сибнефть растет в темпе, которого не ожидали даже ее основатели. Абрамович доказывает, что он не просто случайный пассажир. Он системный игрок, который умеет управлять активом федерального масштаба. И именно тут начинается его переход от уличного коммерсанта к настоящему олигарху. Но нефть – это арена, где играют по другим правилам. И кто-то из старых партнеров вскоре почувствует, что теряет контроль, а это значит, грядет конфликт, который взорвет весь бизнес-олимп. К середине 90-х Россия стремительно превращается в арену дерзких сделок. Приватизация государственных активов идет полным ходом. Те, кто раньше не имел ничего, теперь получают заводы, трубопроводы и ресурсы, о которых раньше только слышали по телевизору. И все это происходит на фоне экономического хаоса и политической нестабильности. Сделка по Сибнефти становится эталоном эпохи. За суммы, далекие от рыночной стоимости, Абрамович и его партнер Березовский получают компанию, контролирующую жизненно важный для страны ресурс. Но внутри Кремля уже идут разговоры, кто эти люди и почему им досталась такая власть. Игра становится опасной. На кону держатся не только деньги, но и отношения с будущими властителями страны. Абрамович, в отличие от многих, быстро осознает, в новой России бизнес и политика неразделимы. И тот, кто не умеет держать баланс, рискует потерять все. Он выстраивает сеть лояльных людей, грамотно распределяет полномочия, держится в тени, когда нужно, и выходит вперед, когда безопасно. Этот этап его жизни можно описать как тихий контроль. Он не шумит, не показывает амбиций, но за кулисами управляет процессами, договаривается, расширяет влияние. Его уже не интересуют коробки с товаром. Он работает с цифрами, в которых 1 ноль, но это уже миллионы долларов. Именно в этот период закладываются основы той империи, которую он потом перенесет за границы России. Но в тени уже зреет раскол. Старый Союз начинает трещать по швам, ведь оба партнера слишком сильные фигуры. И один из них вскоре решит, что его предали. Когда-то именно Борис Березовский дал Абрамовичу пропуск в большую игру. Но в мире, где ставка, миллиарды и власть, союзники легко становятся врагами.
Березовский, со временем потерявший политическое влияние и оказавшийся в изгнании, начинает публично обвинять Абрамовича в предательстве и выдавливании из бизнеса. Эти обвинения не остались только в медиа. В Великобритании начинается громкий судебный процесс. Березовский требует миллиардные компенсации, утверждая, что его заставили продать долю в Сибнефти под давлением. Абрамович, в свою очередь, заявляет, никакого шантажа не было, а сам Березовский не имел формального участия в управлении. Судебное разбирательство превращается в настоящую дуэль двух эпох. Один – изгнанник, потерявший все. Второй – миллиардер, укрепивший позиции в новой системе. Слушания длятся месяцами. Пресса следит за каждым словом. Абрамович сохраняет хладнокровие, действует через лучших юристов и остается предельно сдержанным. В итоге суд встает на его сторону. И это становится точкой невозврата. Березовский не только теряет шанс вернуть деньги, но и терпит моральное поражение. Спустя некоторое время он будет найден мертвым при странных обстоятельствах в своем доме в Англии. Это событие окутано слухами, но одно ясно. Конфликт закончился не только в суде. А Абрамович тем временем продолжает двигаться вперед. Его интересы уже не ограничиваются Россией. На горизонте новая сфера влияния, где миллионы болельщиков и международное признание. Он выбирает путь, который удивит даже его ближайших советников. Пока внимание общественности приковано к Сибнефти и суду, Абрамович тихо работает на другом фронте – в металлургии. В конце 90-х и начале 2000-х алюминиевая отрасль становится одним из самых прибыльных и при этом самых конфликтных бизнесов России. Здесь все решают не только деньги, но и сила. В буквальном смысле. Абрамович объединяется с другим крупным игроком – Олегом Дерипаской. Вместе они создают «Русал», будущего гиганта мирового рынка алюминия. Эта компания вскоре займет одно из лидирующих мест на планете. И Роман, как всегда, действует быстро, входит, участвует, инвестирует и, самое главное, вовремя выходит. Он продает свою долю с огромной прибылью. Суммы, впечатляющие даже по меркам олигархов. Но главное не это. Главное, что он снова показывает, умеет вовремя закрывать сделки и уходить из конфликтных зон до того, как там вспыхивает пожар. Этот маневр укрепляет его статус не просто как везучего бизнесмена, а как стратегического игрока. Его больше не интересуют грязные разборки и территориальные войны. Он строит международную модель. Его капитал выходит за рамки России, и теперь он готов к шагу, который сделает его узнаваемым на каждом континенте. Но прежде, одна последняя сделка внутри страны. Самая громкая, самая прибыльная. И самое важное для его будущего иммунитета. В середине 2000-х Абрамович принимает решение, которое навсегда изменит его финансовый и политический статус. Он продает Сибнефть. Покупатель – государственная компания «Газпром». Цена – десятки миллиардов долларов. Это одна из крупнейших сделок в истории новой России. Зачем он это делает? Ответ прост – уходит вовремя. Он понимает, что курс власти меняется, и частный контроль над нефтяной империей больше не преимущество, а бомба замедленного действия. Он передает актив в руки государства и получает в ответ не только деньги, но и молчаливый иммунитет. После этой сделки Абрамович становится официальным миллиардером, без приставки «сомнительный». Он выводит средства за рубеж, укрепляет юридическую защиту, инвестирует в проекты в Европе и США. Это не просто продажа бизнеса, это выход из опасной зоны с максимальной выгодой. В отличие от многих других олигархов, он не держится за актив до последнего, он уходит до шторма. И это решение доказывает свою правильность. В ближайшие годы другие игроки столкнутся с уголовными делами, арестами и давлением. А Роман свободен. Теперь он может выбирать, чем заниматься. И он выбирает спорт, но не в России. Его новая арена – Лондон. И на этот раз ставки будут не только финансовые, но и символические. 2003 год. Великобритания, Лондон. Футбольный клуб Челси, несмотря на свою историю, находится в кризисе. Долги, отсутствие титулов, падение репутации. И вдруг громкая новость. Клуб покупает российский миллиардер Роман Абрамович. Сделка вызывает шок. Никто не понимает, зачем, но у Абрамовича свой расчет. Через спорт он получает международный имидж, доступ к элите и социальный капитал, который не купишь ни за какие деньги. В мире футбола он так герой. В мире политики вот это влиятельный игрок с западной визиткой. Он не просто инвестирует, но он строит новую витрину своей жизни. Покупка клуба – только начало. Вложив сотни миллионов долларов в трансферы, он превращает Челси в команду чемпионов. Поклонники ликуют, в прессе его называют спасителем. Впервые российский олигарх становится любимцем британской публики, и это кардинально меняет его образ. Теперь Абрамович не просто миллиардер, он культурная икона, владелец клуба, который выигрывает Лигу чемпионов, человек, чье имя звучит на стадионах. И именно это становится его личной защитой в мире, где деньги не всегда дают спокойствие. Но каждый ход в этой шахматной партии не просто каприз, это стратегия, и она еще не завершена. С первых дней владения Челси Абрамович ведет себя не как пассивный инвестор, а как одержимый архитектор побед.
Он вкладывает сотни миллионов долларов в состав команды, меняет руководство, приглашает лучших тренеров. Каждый трансфер — это не просто сделка, это шаг к доминированию в английском футболе. Под его руководством клуб переходит на другой уровень. В лондонский Челси приходят звезды первой величины, футболисты, о которых раньше фанаты могли только мечтать. Игра команды меняется, результаты растут, начинается череда побед. Национальные чемпионаты, кубки, а потом и самое главное — Лига чемпионов. Этот трофей становится вершиной всей стратегии, но для Абрамовича это не просто спорт, это витрина. Это способ показать Западу. Он не просто российский миллиардер, он создатель. Тот, кто умеет не только зарабатывать, но и выигрывать. Он становится любимцем фанатов, героем футбольных хроник, фигурой, которые рукоплескают на стадионах. И все это на фоне напряженных отношений между Россией и Западом. Его репутация в Британии долгое время оказывается выше политических нюансов. Он строит футбольную империю, которая заставляет даже скептиков признать: у этого русского олигарха есть вкус к великому. Но за спортивными победами скрывается другая жизнь. Та, о которой не пишут в заголовках. Личная история, полная контрастов, смен партнерш и семейных взлетов и падений. С ростом статуса Абрамовича как владельца Челси, его имя все чаще появляется не только в деловых, но и в светских хрониках. Он становится завсегдатаем закрытых вечеринок, благотворительных балов и аукционов. Его замечают рядом с мировыми знаменитостями. Он входит в круги, где обсуждают не нефть, а искусство, стиль, влияние. При этом он остается человеком крайне закрытым. Он почти не дает интервью, избегает лишнего шума и никогда не участвует в ток-шоу. Его образ — это смесь загадочности и абсолютной уверенности. И именно это делает его еще более привлекательным для западной элиты. В глазах европейской публики он пример нового русского, который умеет вести себя интеллигентно, вкладывает в культуру, не сорит деньгами вульгарно, а действует тонко. Абрамович не просто покупает влияние, он превращает его в стиль. Все, что он делает, становится трендом, от коллекционирования картин до создания фондов. Его появление на закрытых мероприятиях вызывает интерес прессы, но он каждый раз ускользает от навязчивых объективов. Он играет в игру на собственных правилах. Ему удается то, что не удается большинству богачей. Он становится частью элиты, не растворившись в ней полностью. Но что происходит за этими блестящими фасадами? Ответ скрывается в его личных отношениях. Сложных, запутанных, но всегда искренне защищаемых от постороннего взгляда. Абрамович был женат трижды, и каждый из этих союзов оставил заметный след в его жизни. Первый брак с Ольгой Лысовой, стюардессой. Вместе у них рождается дочь Анна. Но брак длится недолго. Взлет карьеры Абрамовича разрушает стабильность личной жизни. Они расстаются, и начинается новый этап. Второй брак с Ириной, также бывшей стюардессой Аэрофлота, приносит 5 детей: Аркадия, Софью, Илью, Арину и еще одного сына по имени Илья. Эта семья живет дольше всех, больше 10 лет, но и она не выдерживает напряжения, связанного с его постоянно меняющимся образом жизни и бизнесом. После развода Ирина получает щедрую компенсацию. По слухам, речь шла о сотнях миллионов долларов. Но, несмотря на это, Роман старается сохранить с детьми теплые отношения, инвестирует в их образование, поддерживает во всех начинаниях. Третий брак с Дарьей Жуковой, молодой женщиной, увлеченной современным искусством. Этот союз кажется союзом стратегии и страсти. У них рождаются 2 детей – Арон Александр и Лея. Абрамович активно помогает в проектах Жуковой, в том числе и в создании «Гаража», одного из самых известных арт-пространств в Москве. После развода с Жуковой они сохраняют дружеские отношения. В отличие от многих олигархов, Абрамович не превращает личную жизнь в поле битвы. Он остается отцом, который предпочитает действовать тихо, но решительно. Пока одни обсуждают его отношения, другие смотрят в сторону его вложений и в прямом, и в переносном смысле в землю, кирпич и бетон, превращенные в настоящие дворцы. Связь с Дарьей Жуковой стала не просто этапом в жизни Абрамовича. Она открыла перед ним новую культурную вселенную. Жукова – активная фигура в мире искусства, интеллектуалка с международными связями. Вместе они запускают фонд «Гараж», который становится магнитом для художников, кураторов и коллекционеров. Абрамович, хоть и редко появляется публично на выставках, финансирует все это с масштабом, доступным лишь немногим. Коллекция произведений искусства, собранная с его участием, включает полотна легендарных авторов, редкие инсталляции и культовые объекты современности. В мире, где олигархи чаще ассоциируются с яхтами и виллами, он создает другой образ, покровителя современного искусства. Это не только укрепляет его позиции в культурных кругах, но и добавляет защитный слой к его репутации. Инвестировать в искусство — это не просто про вкус, это про стратегию, где каждый шаг говорит миру: «Я часть цивилизованного Запада». Жукова, несмотря на расставание, продолжает общаться с Романом, и они сохраняют партнерские отношения. Это вызывает уважение даже у тех, кто скептически относится к подобным союзам. Все выглядит цивилизованно, спокойно, по-европейски.
И вот уже Абрамовича начинают упоминать не только как бизнесмена, но и как культурного мецената. А за его спиной не только музеи, но и замки, виллы и резиденции, каждая из которых могла бы стать темой отдельного фильма. Если взглянуть на карту собственности Романа Абрамовича, можно подумать, что он коллекционирует города. В Лондоне он владеет поместьем в Кенсингтоне стоимостью в сотни миллионов долларов. Здесь собственный кинотеатр, подземный бассейн, винный погреб и гараж на десятки машин. Это не просто дом, это цитадель роскоши. Во Франции его виллы утопают в садах на берегу Средиземного моря. Каждый сантиметр продуман до мелочей. В Соединенных Штатах таунхаус в Манхэттене, где даже лифт сделан из мрамора, а балконы выходят на частный сад. В России ластель особняки, дачи и закрытые резиденции в живописных уголках. Некоторые из них сохранили стилистику старой знати, другие — ультрасовременные крепости, способные выдержать любую угрозу. Его недвижимость оценивается в миллиарды долларов, и каждый объект — это не просто вложение, а часть его личной системы убежищ. Но даже на фоне всего этого больше всего впечатляет не недвижимость на суше, а то, что носится по воде. В его распоряжении настоящий флот, а флагман этой флотилии способен затмить любой дворец на земле. Среди всего, чем владеет Абрамович, его яхты. Особая глава. Это не просто плавучие дворцы. Это символы статуса, мощи и вкуса. Флагман коллекции — яхта Eclipse. Плавучая цитадель длиной более 500 футов. Строительство обошлось в астрономическую сумму — десятки миллионов долларов. По сути, это мобильная резиденция с уровнем защиты, сопоставимым с государственными объектами. На борту 2 вертолетных площадки, бассейн с изменяемой глубиной, ночной клуб, спа-зона, конференц-залы, мини-субмарина и даже система обнаружения ракет. Говорят, у Eclipse есть технология, способная блокировать фотографирование, на случай, если папарацци попытаются запечатлеть миллиардера на отдыхе. Кроме Eclipse, у него был и целый флот других судов, более компактных, но не менее роскошных. Каждый из них оформлен с учетом безопасности, приватности и комфорта. Это не игрушки для прогулок, это полноценные убежища в случае кризиса. Яхты Абрамовича часто становятся объектами прессы. Где он сейчас? Куда ушел Eclipse? Но сам Роман всегда оставался в тени. Он редко появляется на борту шумной компании, не устраивает показных вечеринок. Это личное пространство, в котором деньги превращаются в чувство полной недосягаемости. Если море — зона комфорта Абрамовича, то небо — его маршрут. В его распоряжении находился целый флот частных самолетов, среди которых выделялся Boeing 767 с роскошным интерьером, спальни, переговорные комнаты, золотая отделка, усиленная система безопасности. Это не единичный случай. У него также были более компактные бизнес-джеты, пригодные для быстрых перелетов между Европой, Ближним Востоком и Азией. Самолеты Абрамовича регистрировались через цепочку офшорных компаний, чтобы их было сложно отследить. Но даже это не помогло скрыться полностью. В ходе международных расследований о них стало известно. Воздушные передвижения Абрамовича часто совпадали с важнейшими политическими и деловыми событиями. Его график тщательно скрывался, но отдельные утечки показывали, он всегда там, где нужно, заранее. Самолеты стали частью его стратегии передвижения без границ. В эпоху, когда миллиардеры сталкивались с ограничениями, Абрамович сохранял мобильность. До определенного момента, пока политические процессы не начали подрезать крылья даже тем, кто был вне политики. Эта история развивается на фоне все более мрачной повестки, в которой деньги, даже самые большие, не всегда означают свободу. Началась охота, и ее мишенью стали не только активы, но и сам принцип жизни на вершине. Февраль 2022 года. Мир содрогается от новостей, а политические отношения между Россией и Западом рушатся. Мгновенно начинают вводиться масштабные санкции против крупных российских бизнесменов. Абрамович оказывается в списках Великобритании, Евросоюза и Соединенных Штатов. Ему замораживают активы, блокируют въезд, начинается охота на собственность по всему миру. Самым болезненным ударом становится вынужденная продажа футбольного клуба «Челси». Клуб, с которым связана вся его международная узнаваемость, его детище, уходит в чужие руки. Для Абрамовича это больше, чем просто утрата имущества. Это публичное понижение статуса. Его заставляют отступить, при этом не давая пространства для диалога. В одном моменте он превращается из уважаемого инвестора в объект подозрения. Санкции касаются не только бизнеса, но и личной сферы, арест яхт, расследования по недвижимости, ограничения на перемещение. Он больше не может использовать свои финансовые и юридические инструменты с прежней легкостью. Система, которую он строил десятилетиями, дала трещину, но Абрамович не из тех, кто сдается. Он начинает действовать. Не в открытую, а как всегда, через структуры, схемы, людей. И все это в попытке спасти то, что еще можно удержать. Когда против тебя работают правительства, нужны не просто адвокаты, нужна целая система. И Абрамович ее имеет. По мере того, как активы замораживаются, он через сеть офшорных компаний начинает перегруппировку собственности.
Перерегистрация яхт, смена юридических лиц, перевод прав собственности на доверенных лиц и благотворительные фонды – все это происходит стремительно. Одна из стратегий – сделать актив невидимым, размыть владение, спрятать в юридических лабиринтах, чтобы ни один суд не мог быстро доказать, что именно Абрамович – владелец. Журналисты по всему миру охотятся за документами, следят за передвижениями его яхт и самолетов, проверяют недвижимость. А его команда играет в шахматы, стараясь опережать события. Некоторые источники утверждают, что даже под жесткими санкциями ему удается сохранить доступ к части ресурсов. Счета открыты не напрямую, а через структуру на Кипре БВО или через родственников. Никаких прямых доказательств, но ниточки ведут к нему. При этом он также пытается юридически оспорить санкции, подает иски, требует доказательств. Его позиция – он не участвует в политике, никогда не занимал государственных постов. Геополитика не интересуется нюансами, она просто давит. И все же ему удается сохранить часть своего влияния. А кое-что еще остается вне доступа даже самых настойчивых контролеров. Именно это и становится тем последним щитом, за которым он выстраивает свою оборону. Сегодня имя Абрамовича звучит реже, чем в прошлые годы. Он не появляется на публике, не дает комментариев, не участвует в форумах. Но это не значит, что он исчез. Его активы пересмотрены, часть из них отошла другим, но структура, выстроенная за десятилетия, не рушится в один день. Он по-прежнему владеет активами через структуры, которые невозможно быстро разобрать. Его дети получают образование в лучших вузах. Он путешествует, пусть и не так свободно. И главное, он остается в игре. Пусть уже не на обложках журналов, но точно за закрытыми дверями, где решаются будущие потоки капитала. Абрамович оказался в уникальной точке биографии. Он потерял многое, но сохранил главную свою ценность – умение адаптироваться. Его жизнь – это не просто история успеха. Это история человека, который выжил в 3 странах – Советском Союзе, России и на Западе. Он начинал как сирота, торговал игрушками, владел нефтяной империей, выигрывал Лигу чемпионов, пережил международную блокаду и, возможно, готовит новый ход. Тот, о котором мы узнаем не сразу. А может, и не узнаем вовсе.